Сегодня наша планета вновь оказалась во власти хаоса. Францию и Италию накрыли мощные ливни и наводнения, парализовавшие города, под водой также оказались Красноярск и Череповец. Крупнейший айсберг планеты стремительно тает, а Земля переживает новую геомагнитную бурю. Это горизонт событий, хроника катастроф и происшествий, которые потрясают планету прямо сейчас. Приветствую вас, друзья! 1 сентября Красноярск и Балахтинский район Красноярского края пострадали от сильного ливня и паводка, вызванных обильными осадками. За несколько часов выпало до 20-30 мм осадков, что превысило расчетные нормы для городских ливневых систем. По информации Департамента транспорта, подтопило улицы 78-й добровольческой бригады, Баграта, Свердловскую и проспект Свободный. Машины глохли в воде, на дорогах возникли пробки, а в некоторых дворах, таких как на Джамбульской и Ползунова, вода проникла в квартиры и подвалы. Из-за паводка изменили маршруты общественного транспорта. В Балахтинском районе ситуация осложнилась прорывом дамбы на озере Огоньки, вызванным сильными дождями. В результате хлынувшая вода затопила около 800 метров федеральной трассы Р-257 Енисей в сторону Хакасии и Тувы. Движение полностью запретили для всех автомобилей. На месте работает спецтехника, а ГИБДД рекомендует отказаться от поездок до улучшения обстановки. Власти ввели режим повышенной готовности, коммунальные службы продолжают откачку воды из затопленных зон. Водителей призывают использовать альтернативные маршруты. Утопленник только что ехал. Да. Эвакуатор работает оперативно, только что увез. Одну, вот еще один утонул. Две ехали, так вылазят люди. Вода пошла в салон. Я такого не помню вообще. Да нет, такого не было ни разу. Сутки дождь поливает вообще без перерыва. Вчера город Череповец оказался во власти мощного циклона, который принес залповые ливни. По данным Гидрометцентра, к вечеру выпало 38 мм осадков, что составляет почти 2/3 месячной нормы для сентября. Особенно сильно пострадала индустриальная часть города, где ливневая канализация не справилась с потоком воды. Улицы, такие как проспект Победы, Ленинский проспект и прилегающие к ним районы, превратились в реки. Под железнодорожным мостом на проспекте Победы сошел сель, полностью перекрыв движение. По предварительным данным, серьезных разрушений нет, но потоплены десятки автомобилей, а некоторые дворы и подвалы остались под водой. Специализированные службы оперативно приступили к устранению последствий стихии. Пожарные и спасатели откачивают воду с улиц. Водоканал устраняет засоры в ливневках, а ГИБДД регулирует движение, перенаправляя транспорт на объездные маршруты. К работам привлекли также сотрудников силовых структур и учащихся Череповецкого училища радиоэлектроники, которые помогали с разбором завалов. По данным правительства Вологодской области, всего к ликвидации последствий стихии привлекли около 150 человек. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек, и еще около 3500 пострадали. Стихийное бедствие усугубляется горным рельефом, оползнями и афтершоками, что затрудняет спасательные операции. Зафиксировано не менее 17 афтершоков, включая 2 с магнитудой 5,2, что спровоцировало дополнительные оползни и наводнения. По оценкам Геологической службы США, сильную тряску почувствовали около 500 тысяч человек. Большое количество жертв и пострадавших обусловлено слабой сейсмостойкостью зданий в регионе. Наибольший ущерб пришелся на провинцию Кунар, где погибли не менее 800 человек и более 2500 ранены. В районе Нургал полностью уничтожены деревни Вадир, Шамаш, Масуд и Арид. В Вадире до 90% жителей погибли или ранены.
В деревне Мазаридара десятки погибших, около 100 раненых и множество обрушившихся домов. В районе Чавкай 200 погибших и 500 раненых. В провинции Нангархар погибли 12 человек, ранены 255, в основном в районе Дарайнур. В Лагмане пострадали 80 человек. По данным ООН и властей Талибана, большое количество людей может до сих пор находиться под завалами. В регионе разрушено не менее 1000 домов, в основном из глины и камня. По оценкам ООН, напрямую пострадали 12 тысяч человек. Власти Талибана запросили международную поддержку. Китай выразил готовность помочь с ликвидацией последствий стихийного бедствия в соответствии с потребностями Афганистана и в пределах своих возможностей. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия доставила 1000 палаток в Кабул и 15 тонн продовольствия в провинцию Кунар, а со вторника планируется дополнительная гуманитарная помощь. Вчера юг Франции, включая Кассис и сам Марсель, накрыли мощные ливни, вызвавшие сильное наводнение. За несколько часов в некоторых районах выпало до 100 мм осадков, что привело к затоплению улиц, пробкам и локальным разрушениям. По данным префектуры Буш-Дюрон, в Кассисе и Лесьота во второй половине дня наблюдался сильный сток воды, улицы превратились в реки, затопив несколько магазинов. Непогода сопровождалась порывами ветра, достигавшими 80-90 км в час. В Марселе осадки превысили 90 мм в южных районах, таких как Каланки. Общее количество осадков за 24 часа достигло 100 мм. Это самый сильный шторм в городе за последние 3 года. Затоплены центральные улицы, включая Старый порт, где вода проникла в подвалы и затопила автомобили. Спасатели в Санари-сюр-Мер 2 человек вытащили из застрявших машин. В Куэре были эвакуированы жители из затопленного дома. Власти префектуры Буш-Дюрон и Вара отложили начало учебного года до 2 сентября, закрыв школы, детские сады и университет. Также ограничили движение на затопленных дорогах. По состоянию на вечер 1 сентября уровень воды начал спадать, но работы по откачке продолжаются. Пострадал от сильных дождей и север Италии, в частности регион Лигурия, где прошел сильный грозовой фронт, вызвавший интенсивные ливни и локальные наводнения в районах Вольтри, Генуэ и Килиана. Грозовой фронт сформировался утром 1 сентября над Лигурией и быстро распространился на восток, затрагивая прибрежные и горные районы. По данным регионального метеоцентра, в Генуэ и ее пригородах, включая Вольтри, осадки достигли 120 мм за 6 часов, а в провинции Савона, в районе Килиана, выпало до 150 мм. Это превысило месячную норму сентября и вызвало разлив малых рек, таких как Полчевера в Генуэ, а также привело к потокам воды в холмах Савоны. В Вольтри улицы превратились в реки, вода проникла в гаражи, подвалы и коммерческие помещения, несколько автомобилей были унесены потоком. В Генуэ затоплены центральные кварталы у Старого порта и районы вдоль реки Бисания, где образовались пробки и временные дамбы из мусора. В Килиана, небольшом муниципалитете недалеко от Савоны, наводнение поразило сельскохозяйственные угодья и дороги, вызвав оползни на склонах. Национальная служба гражданской защиты и пожарные провели целый ряд спасательных операций. В Генуэ и Вольтри, используя лодки и высокопроходимую технику, эвакуировали около 50 человек. В Савоне, включая Килиана, из-за обрушения берегов были закрыты несколько мостов и дорог. Сотни домов на несколько часов остались без электроснабжения. Метеорологи объясняют фронт взаимодействием теплого средиземноморского воздуха с холодным потоком из Альп. Это привело к формированию суперячеек с градом размером до 3-4 см и порывами ветра, достигавшими 80-90 км в час. Метеослужба Лигурии объявила оранжевый код погодной опасности для всей провинции, предупредив о возможных повторных ливнях 2 сентября.
1 сентября столица Пакистана Исламабад столкнулась с мощными наводнениями, вызванными экстремальными муссонными осадками. Утром за 55 минут выпало 99 мм осадков, что является рекордным для столицы, по данным Пакистанского метеорологического департамента. Уровень воды в городском канале резко поднялся, затопив низины и прилегающие районы. Улицы города превратились в реки, подвалы и гаражи затоплены, в некоторых домах вода проникла на первый этаж. Аналогичная ситуация и в Равалпинди, соседнем городе. Под водой находятся десятки улиц, нарушено движение на автомагистралях. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям объявило о высоком риске наводнений для Исламабада и других районов Пенджаба, предупредив о возможном подъеме уровня воды в реках Сутледж и Бис из-за дождей и сбросов воды из индийских плотин. Власти эвакуировали тысячи жителей из низин, спасательные службы работают в усиленном режиме. К счастью, на момент публикации жертв в Исламабаде не зафиксировано. Всего же за последние 24 часа по стране погибли 23 человека, в основном в Пенджабе, Хайбар-Пахтунхве и Белуджистане. Общее число жертв по стране с 26 июня достигло 854. Почти вся территория Индии пострадала от сильных муссонных осадков, вызвавших наводнения, оползни и разрушение инфраструктуры. Мощный циклон, сочетающий муссонный поток, обрушился на север Индии в конце августа, достигнув пика 1 сентября. По данным Индийского метеорологического департамента, в Химачал-Прадеше за август выпало 431,3 мм осадков. Это самый дождливый месяц с 1949 года, объем осадков на 62% выше нормы. В штате за последние 24 часа зарегистрировано несколько облачных прорывов, вызвавших оползни и наводнения, повредившие дороги и мосты. Автомобильная скоростная трасса Чандигарх-Манали заблокирована, а трасса Манали-Лех полностью закрыта. В Манали река Бис вышла из берегов, смыв части старого Манали и десятки автомобилей. Храм Бадолия Баба в Сермауре сильно пострадал от наводнения. Вода затопила территорию, повредив постройки и вызвав панику среди паломников. Общее число погибших в Химачал-Прадеше с июня уже превысило 300 человек. Более 1000 дорог заблокированы, в их числе 4 национальные трассы, в ряде районов нарушена вода и электроснабжение. В целях безопасности школы в регионе закрыты до 3 сентября, около 70 тысяч туристов эвакуированы. В Пенджабе наводнение осложнено сбросом воды из плотин Бхакра, Понг и Ранджит-Сагар, вызвавшим подъем уровня рек Сутледж, Бис и Рави. Сотни деревень в 6 округах затоплены, жители поднимают животных на вторые этажи домов, чтобы спасти скот. В общей сложности из опасных зон эвакуировано более 1 миллиона человек. Метеорологи объясняют аномалию взаимодействия муссона с западными возмущениями и климатическими изменениями. Теплая атмосфера удерживает больше влаги, усиливая ливни. Крупнейший в мире айсберг А-23А за лето потерял около 1000 квадратных километров и раскололся на части. Размеры айсберга уменьшились примерно на треть. Потери за 3 месяца составили около 36% площади, уменьшившись с площади Москвы до площади Петербурга. Как отмечают ученые, таяние этого айсберга приведет к повышению уровня моря, но не намного, это будут миллиметры. К сожалению, этот процесс ускоряется. Если потепление продолжится в том же темпе, то мы уже при нашей жизни будем наблюдать резкие изменения в Антарктиде. По словам ученых, если все ледники на планете растают, то подъем мирового океана составит примерно 67 метров. А самые главные источники льда – это Антарктида и Гренландия. В Гренландии, в свою очередь, ледники тают намного быстрее, и это уже начало влиять на климат в Европе и России. С 29 августа главный кратер вулкана Тааль, расположенного на острове Лусон, начал выбрасывать заметные шлейфы газа.
Активность вулкана возросла после слабого, но устойчивого подземного толчка, произошедшего 27 августа, за которым последовал резкий скачок выбросов диоксида серы до 4514 тонн в сутки, что в 10 раз превышает обычные показатели. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сохраняет первый уровень тревоги, предупреждая о возможных рисках для местных жителей и туристов. Первый уровень тревоги означает, что вулкан находится в состоянии аномальной активности с возможностью дальнейшего усиления. В ночь с 31 августа на 1 сентября над Владимирской, Ивановской, Рязанской, Московской, Костромской и Нижегородской областями можно было наблюдать пролет яркого болида. Болид был медленным и сопровождался фрагментацией. И все же метеорит ли это был или просто космический мусор, еще только предстоит выяснить. Для этого ученым необходимо просмотреть кадры из других регионов. После этого можно будет построить точную траекторию полета тела и узнать скорость входа его в атмосферу Земли. Если скорость выше 11 км в секунду, то это метеорит, если ниже, то, скорее всего, это искусственный спутник Земли. В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день, и с большой вероятностью часть среды по московскому времени. На данный момент геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний. Сегодня ночью в северо-западных районах России прошли небольшие полярные сияния, основная часть которых из-за позднего ночного прихода солнечного вещества успела сместиться в сторону скандинавского региона и далее в сторону Канады. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь, и до встречи завтра в новом выпуске.